Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодня я вам предлагаю вместе со мной связать носки вот с таким интересным, замечательным узором, который вяжется из скрещенных петель. Вот такой, посмотрите, какой красивый узор. Узор у нас состоит из двух элементов. Это змейка, вот с одной стороны змейка, и симметрично с другой стороны змейка. И вот в этом ромбике, да, то есть вот в этой нише, которая образует змейка, мы провязываем еще один элемент, центр которого, серединка этого элемента, вяжется жемчужным узором. Как-то я видела такой носочки с таким узором очень давно в Инстаграм, но как-то все не могла найти схему. И здесь вот бродила я по Pinterest, наверное, многие с вами знакомы с этим сайтом, и нашла вот подобную схему. Посмотрите. И очень обрадовалась и решила связать носочки. Здесь у нас в этой схеме количество петель в раппорте 20 петель. И вот я сначала связала вот эти носки. Вот они, 20 петель. С учетом того, что узор связан из скрещенных петель, полотно стягивает. Так что вот эти вот 20 петель мне как раз подошли на 38-39 размер. Вязала я спицами основное полотно 2,25. И вполне, знаете, девчата, очень хорошо выглядит на ножке, поскольку я не люблю, когда вот так сильно растягивается узор, поэтому я и связала именно на 38-39. И на ножке вполне хорошо смотрится. Узор сильно не растягивается на ноге, вот до такой вот степени. Вот, кто вяжет очень туго, может вязать спицами 2,5. Вот такие вот носочки у меня получились. Но здесь у нас, посмотрите, между элементами всего одна изнаночная петля. Вот здесь вот в схеме узора это хорошо видно. Вот у нас одна изнаночная петля вот здесь вот между элементами. Мне захотелось, чтобы элементы, как бы вот этот центральный элемент с жемчужным узором маленько выделялся. И я сделала между змейкой и центральным этим элементом жемчужным узором, сделала 2 изнаночных петли. Немножко вот поколдовала над этим узором, над схемой узора. И вот так вот у меня вот получилась вот такая вот схемка. То есть вот у нас основная змейка. Вот она идет, да, встречается, затем расходится. И в месте, где она расходится, у нас вот этот элемент с жемчужным узором. И связала я вот эти носочки на пробу. И вот так у меня получилось. Думаю, достаточно красиво, оригинально. Такой вот узорчик. Посмотрите. Вообще хочу сказать, что скрещенные петли, узоры со скрещенными петлями очень красиво смотрятся. Но единственный минус, они, эти узоры очень сильно стягивают полотно. Вот эти сиреневые носки. Вот схема на сиреневые носки. У меня получилось 19 петель. Вот здесь вот в центре у меня 2 изнаночных. И вот здесь вот между элементами тоже будет по 2 изнаночных петли. Вот идет у нас змейка основная. И вот этот элемент с жемчужным узором. И между ними везде по 2 изнаночных петли. И между в центре этого узора также 2 изнаночных петли. Это для размера 38-39. И для размера 36-37 я убрала только вот здесь вот одну центральную изнаночную петлю. Думаю, что этого будет в принципе достаточно. И носочек сядет на ножку хорошо, поскольку
еще раз повторюсь, узор связан со скрещенными петлями. Вот здесь вот изначально, который узор я себе скачала, здесь у нас показано, смотрите, скрещенные петли только идут по вертикали. А везде, где перекрещивание петель, вот эти боковые элементы, здесь везде у нас просто лицевая петля. Но я решила сделать все скрещенными петлями. Именно. И вот такой вот узорчик у меня получился. Сейчас поговорим о количестве петель в манжете. Если вы будете вязать вот по этой схеме, где у нас 20 петель и между элементами одна изнаночная петля, то есть вот первый вариант носочков. Вот здесь обратите внимание, в раппорте узора у нас 20 петель, но манжету я отвязывала на 18 петель. То есть я убрала центральную изнаночную петлю и последнюю изнаночную петлю в раппорте узора. И вместо 20 у меня будет 18 петель. И провязываю я следующим образом: скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, вот здесь вот снизу, да, и так далее. Вот 9 петель. 9 петель манжеты я провязала, и затем начинаю заново: скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная и так далее. И снова 9 петель. То есть вот у меня 72 петли получается. Поскольку я посчитала, что 80 петель на манжет, это очень будет много для моего размера. Поэтому я сделала именно так. И затем в последнем ряду манжеты, после вот этих 9 петель, я провязываю из протяжки одну изнаночную петлю. Провязала 9 петель манжеты резинкой 1 на 1, скрещенная лицевая, изнаночная, и из протяжки поднимаю, провязываю одну изнаночную. И потом вот она у меня впоследствии идет в раппорте узора центральная изнаночная. Далее 9 петель манжеты и еще поднимаю из протяжки одну изнаночную петлю. И вот она у нас будет крайняя изнаночная петля в раппорте узора. Сейчас я вам покажу на носочке, как это будет выглядеть. Вот смотрите, раппорт узора у нас начинается: скрещенная лицевая, изнаночная. Итак, 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. И начинаем следующие 9 петель манжеты. То есть у нас вот здесь на стыке получается 2 лицевых скрещенных петли. И вот в последнем ряду провязала я 9 петель манжеты. И вот здесь поднимаю из протяжки петлю и провязываю ее изнаночной. Далее 9 петель. И из протяжки вот здесь поднимаю петлю и провязываю ее изнаночной. Надеюсь, вот здесь вот все понятно, да, вам. И я добавляю еще 8 петель. У меня получается 80 петель, как и должно быть. Всего у нас получается в вязании носка 4 раппорта узора. Вот. Это вот для первого варианта. Для вот этих сиреневых носков, девчата, смотрите, здесь как я делала. Здесь у меня 2 изнаночных между элементами, по 2 изнаночных. И я провязываю манжету следующим образом: скрещенная лицевая, 2 изнаночных, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая и 2 изнаночных. И потом в зеркальном отображении, то есть как бы в обратную сторону, да, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, скрещенная лицевая и изнаночная. Это вот для размера 38-39, так как у меня вот здесь в центре будет 2 изнаночных. Для размера 37 мы провязываем в начале раппорта скрещенная лицевая, 2 изнаночных. Затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель манжеты резинкой 1 на 1, скрещенная лицевая, изнаночная.
И затем 2 изнаночных, скрещенная лицевая, изнаночная. То есть, надеюсь, вот здесь вот, здесь вы не запутаетесь. Это нам нужно для того, чтобы манжета красиво переходила в узор. То есть мы делаем так, чтобы все было эстетично, красиво. И вот так у нас получается вот такой, посмотрите, переход. Вот такой переходик. То есть манжета очень красиво и плавно переходит у нас в узор на паголенке. Если кто-то будет вязать на размер 40, 39-40, допустим, если ножка полная, берем схему, именно схему вот мою на 38-39, на 19 петель и добавляем еще одну изнаночную петлю в начале раппорта. И тогда у вас будет 20 петель. И думаю, что этого будет вам достаточно. То есть берете схему на 38-39 и добавляете в начале раппорта еще одну изнаночную петлю. И также манжет у вас будет начинаться с одной изнаночной петли. Мы же с вами будем сегодня вязать на размер 36-37. Количество петель в раппорте 18 и количество рядов у нас 28. Хочу сказать, что, конечно, начинающим девочкам не рекомендую. Это немного сложно будет им, поскольку здесь у нас присутствуют постоянные перекрещивания петель. То влево, то вправо. Вот здесь вот они могут немного запутаться. Ну, если желаете, попробуйте, конечно. Как говорят, средний уровень сложности. Ну, смотрите сами, если вы надеетесь на себя и желаете связать, то думаю, что по схеме вы сориентируетесь. Сейчас я вам буду показывать прям порядно. И в описании под видео постараюсь оставить временную метку именно на каждый ряд. На каждый ряд, чтобы, если в случае чего, вы могли бы посмотреть конкретный ряд, нажать и увидеть, как он вяжется. Сейчас по жемчужному узору. Надеюсь, все знают, что такое жемчужный узор. То есть мы вяжем, допустим, в первом ряду лицевую, во втором ряду мы над этой лицевой провязываем изнаночную. Так, девочки, я уже увидела у себя ошибочку. Сейчас я быстренько ее исправлю. Вот здесь будет лицевая петля. Так что имейте в виду, что у меня тут ошибочка. В следующем ряду над лицевой вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую. И так далее. И повторяем потом первый и второй ряд. Над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой вяжем изнаночную. Надеюсь, здесь вот все понятно. Далее я вам буду показывать. Я думаю, здесь вы уже не ошибетесь. Так, дальше. Вязать мы будем с вами из пряжи Alize Superwash Artisan. Вот эти вот бежевые носочки связаны именно из пряжи Alize Superwash Artisan. Вот эти носочки я вязала из пряжи Lana Grossa Millenweight. Моточки были по 50 грамм. Также носочный состав. Здесь у нас 75% шерсть Superwash и 25% полиамид. И метраж 420 метров на 100 грамм. Итак, я вяжу вот из этой белой пряжи на размер 37, 36, 37. Использую для вязания спицы номер 2 с леской 80 сантиметров для вязания манжеты. И спицы 2,5 также с леской 80 сантиметров для вязания основного полотна. Кто вяжет чулочными спицами, берите чулочные спицы, так как количество раппортов у нас в общем количестве 4, следовательно, у вас на каждой спице будет по одному раппорту узора. Теперь, смотрите, я вяжу основное полотно спицами 2,5, но если вы вяжете рыхло, то тогда лучше использовать спицы номер 2,25. Здесь уже все зависит от вашей плотности вязания.
Также, конечно, нам понадобится счетчик рядов, понадобится маркер для обозначения начала ряда. Ну и, конечно же, игла для того, чтобы нам сшить мысок в конце вязания, и ножницы. Беру спицы номер 2, пряжу, оставляю кончик такой достаточно, чтобы не сильно длинный, сантиметров 70 мне будет достаточно. И обычным способом, девочки, набираю 72 петли основных и 1 петля для замыкания в круг, то есть 73 петли. Набрала петли и продвигаю их на леску. Теперь я делю петли пополам. У меня 72 петли, пополам это будет 36. 36 это у нас 18 пар. Отсчитываю от начала наборного края 18 пар. Отсчитали 18 пар. И вот в этом месте перегибаем леску. Перегнули леску. За леску немного потянули. И продвигаем петли к спице. Спицы, затем продвигаем петли на саму спицу. Так, одна половинка, вторая половинка. Теперь каким образом я распределяю спицы? Распределяю вот так. На передней спице, это будет первая спица, на передней спице у нас идут петли от начала наборного края. И на задней спице, это у нас будет вторая, вот здесь у нас петли уже идут к концу наборного края. Хвостик от начала наборного края оставляем справа, основную нить заводим влево, рабочую нить. Обязательно, девочки, петли поправляем на спицы. На первой спице петли на нас смотрят как с лицевой стороны, и на второй спице петли смотрят на нас как с изнаночной. И обязательно вот эта граница, здесь петля не должна быть перекрученная. Вот так она должна выглядеть. И теперь начинаем. Следующий этап — это замыкание в круг. Продвигаем петли к краю спиц. Со второй спицы самую крайнюю петлю, которая у нас была дополнительная, 73-я, мы ее расслабляем немножко и перекидываем на первую спицу. Хвостик вот этот от конца вязания придерживаем пальцами, вытягиваем вторую спицу и соединяем вязание в круг. Вводим спицу вот в эту дополнительную петлю и аккуратненько подхватываем стеночку первой петли наборного края. Вот так вот, видите? И обе эти петли скидываем со спицы. И получившуюся петлю возвращаем на левую спицу. Хвостики подтянули. Все, мы замкнули вязание в круг. Сейчас у нас на спицах 72 петли. И приступаем к вывязыванию манжеты. Берем счетчик рядов и отсчитываем первый ряд. Первая петля у нас с вами скрещенная. Скрещенную петлю провязываем не за правую переднюю стенку, а за левую, за заднюю. Сейчас все петли к нам повернуты после наборного ряда, повернуты правой стеночкой к нам. Провязываем за заднюю. Итак, первую скрещенную провязали. Далее 2 изнаночные. Я вяжу обычные петли изнаночные, провязываю их за переднюю правую стеночку. Кто-то может вязать классическими, кому как удобно. Итак, скрещенная лицевая, 2 изнаночных. Далее мы вяжем 11 петель резинкой 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая у нас скрещенная. Итак, поехали. Скрещенная лицевая 1, изнаночная 2. Дальше скрещенная 3, изнаночная 4, скрещенная 5,
изнаночная 6, скрещенная 7, изнаночная 8, скрещенная 9, изнаночная 10 и скрещенная 11. Провязали 11 петель резинкой 1 на 1, затем 2 изнаночных, 1, 2, скрещенная лицевая и 1 изнаночная. Вот это у нас с вами раппорт узора. И далее повторяем еще 3 раза. Провязали первый ряд и переходим ко второму ряду. Второй и все последующие ряды мы вяжем одинаково. Итак, еще раз. Скрещенная лицевая, 2 изнаночных. Здесь у меня уже изнаночная повернута ко мне левой стеночкой, а правая сзади. Я за заднюю стеночку ее провязываю, так как я вяжу обычные, не классические. Кто вяжет классическими, у них будет также правая передняя стеночка повернута к вам, и за правую вы провязываете. Итак, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, 11 петель резинки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 изнаночных, скрещенная лицевая и 1 изнаночная. Вот так. Все. И дальше повторяем до конца ряда. Провязав несколько рядов, 3-4 ряда, вы себе можете вот сюда на первую петлю повесить маркер для обозначения начала ряда. Вот так. Либо ориентироваться на сам хвостик. И таким образом вяжем манжету на ту высоту, которую вы предпочитаете. Я обычно вяжу 14 рядов. Итак, девочки, вяжем манжету на необходимую вам высоту. Отвязали манжету и переходим к вывязыванию паголенка по схеме узора. Меняю спицы на номер 2,5 и приступаю к первому ряду. Первую петлю провязываем лицевой скрещенной, следующие 2 петли изнаночных, так как и вязали манжету. Далее 5 петель, это у нас с вами второй элемент нашего узора. Первая петля и 5-я петля, то есть последняя этого элемента, мы вяжем скрещенными. Центральные 3 петли провязываем жемчужным узором. Итак, первая петля скрещенная, вторая петля у нас изнаночная, провязываем ее жемчужным узором, то есть лицевой петлей. Третью петлю лицевую провязываем изнаночной и 4-ю петлю провязываем лицевой. Итак, 3 петли жемчужного узора и следующая скрещенная петля. Далее у нас 1 изнаночная, это у нас изнаночная центральная петля нашего раппорта, и далее в зеркальном отображении 5 петель элемента. Первая и последняя у нас скрещенные, центральные 3 петли жемчужным узором. Скрещенная лицевая, 3 петли жемчужного узора, над изнаночной вяжу лицевую, над лицевой изнаночную и над изнаночной вяжу лицевую и скрещенная петля. Далее 2 петли изнаночных, скрещенная лицевая и последняя петля раппорта изнаночная. Итак, мы с вами провязали раппорт узора. И далее повторяем этот раппорт еще 3 раза.
Довязали первый ряд. Смотрите, девчата, если вам неудобно ориентироваться между раппортами, чтобы не запутаться в петлях, поскольку от начала вязания пока непонятный будет для нас узор, пока мы не отвяжем хотя бы половину раппорта. Там уже узор будет вырисовываться. Вы можете каждый раппорт маркером для себя отделить. Переходим ко второму ряду. Первая петля скрещенная, следующая 2 изнаночных петли, скрещенная петля, 3 петли жемчужного узора, над лицевой вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой вяжем изнаночную, 3 петли провязали, скрещенная лицевая, изнаночная. И в зеркальном отображении скрещенная лицевая, 3 петли жемчужного узора над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую, над лицевой изнаночную, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, скрещенная лицевая и изнаночная. Это последняя петля раппорта. Все, отвязали. И так далее продолжаем до конца ряда. С третьего ряда мы начинаем делать перекрещивание петель. Перекрещивание петель влево и перекрещивание петель вправо. Это в центральном узоре. Из 4-го ряда начинаем перекрещивание петель влево и вправо в элементе змейка. Итак, начинаем раппорт. Скрещенная лицевая, 2 изнаночных, затем 2 петли центрального элемента перекрещиваем с наклоном влево. Правой нить за работой, правой спицей снимаю скрещенную петлю, затем провязываю следующую изнаночную, спереди левой спицей подхватываю петлю, которую я сняла, придерживаю пальцами. Сзади аккуратно переснимаю провязанную петлю и провязываю скрещенную лицевую. 2 петли жемчужного узора, изнаночная лицевая, скрещенная лицевая, 1 изнаночная, скрещенная лицевая, 2 петли жемчужного узора. И следующие 2 петли перекрещиваю с наклоном вправо. Нить перед работой. Снимаю изнаночную петлю. Провязываю скрещенную петлю. Сзади левой спицей провязываю петлю, которую сняла на... Вернее, подхватываю петлю, которую сняла на правую спицу. Придерживаю пальцами. Спереди переснимаю петлю, которую провязала на правую спицу, и провязываю снятую петлю с левой спицы. 2 изнаночных, скрещенная лицевая, изнаночная. И так далее до конца ряда. Переходим к 4-му ряду. С 4-го ряда начинаем второе перекрещивание элемента змейки. Первые 2 петли нам необходимо перекрестить с наклоном влево. Нить за работой, скрещенную петлю снимаем, следующую петлю провязываем изнаночной, спереди переснимаем на левую спицу снятую петлю, придерживаем пальцами петли, сзади переснимаем провязанную ниточку, подтянули рабочую, и провязываем скрещенной петлей петлю с левой спицы. Все. Дальше у нас 2 изнаночных. Между элементами у нас 2 изнаночных. И делаем перекрещивание следующее. Нить за работой. Лицевую скрещенную переснимаю на правую спицу. Следующую петлю провязываю изнаночной. Спереди левой спицей подхватываю снятую петлю на правой спице. Аккуратно сзади переснимаю провязанную
и провязываю скрещенной петлей петлю с левой спицы. Все, перекрестила. Осталась одна петля жемчужного узора. Провязываем жемчужным узором. Скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, одна петля жемчужного узора и перекрещиваем 2 петли с наклоном вправо. Нить перед работой, снимаем первую петлю на правую спицу, вторую провязываем скрещенной лицевой, сзади подхватываем левой спицей петлю, которую мы пересняли, на правую, спереди аккуратно переснимаем провязанную, вот, и провязываем изнаночной петлей петлю, которая на левой спице. Все. Далее 2 изнаночных и перекрещиваем 2 петли с наклоном вправо. Нить перед работой, снимаем петлю на правую спицу, следующую петлю провязываем скрещенной лицевой, сзади переснимаем на левую спицу снятую петлю, спереди переснимаем провязанную аккуратненько и провязываем петлю, которая на левой спице изнаночной петлей. Одна изнаночная. Все. Вот у нас раппорт узора. И можно увидеть, вот у нас уже идут перекрещивания петель. И так далее вяжем до конца ряда. 5-й ряд, первая петля изнаночная. Вот здесь хорошо подтягиваем рабочую нить. Следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Нить за работой, петлю сняли, следующую петлю провязали изнаночной, спереди подхватили, сзади пересняли и провязали петлю с левой спицы. Все. Далее 2 изнаночных. Следующее перекрещивание. Нить за работой, петлю сняли, следующую петлю провязали изнаночной, левой спицей подхватили снятую, сзади пересняли провязанную петлю и провязываем петлю со спицы. Скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Нить перед работой, первую петлю снимаем, вторую петлю провязываем скрещенной лицевой, сзади подхватили снятую, спереди переснимаем петли и провязываем петлю, которая на спице, изнаночной петлей. 2 изнаночных петли. Далее следующие 2 петли переснимаем с наклоном вправо. Нить перед работой, первую петлю снимаем на правую спицу, следующую петлю провязываем скрещенной, сзади аккуратненько левой спицей подхватили снятую, спереди пересняли провязанную на правую спицу и с левой спицы провязываем изнаночную петлю. 2 изнаночных и раппорт у нас готов. И вот смотрите, вот такие перекрещивания у нас уже с вами вырисовывается узор. Будьте внимательны. Здесь, да, конечно, можно немножко запутаться. Вот здесь, еще раз повторюсь, на границе между раппортами можно повесить для себя маркер. Далее повторяем до конца ряда. 6-й ряд. Первые 2 изнаночных петли. Затем перекрещивание 2 петель с наклоном влево. Первую снимаю, вторую провязываю. Спереди подхватываю петлю, сзади переснимаю провязанную и провязываю петлю, которая на спице. 2 изнаночных, перекрещивание 2 петель. Первую снимаю, вторую
провязываю изнаночной, затем подхватываю спереди переснятую петлю, сзади переснимаю провязанную и скрещенной лицевой провязанную петлю с левой спицы. Далее изнаночная и снова перекрещивание, но уже с наклоном вправо. Нить перед работой первую переснимаю петлю на правую спицу, следующую петлю провязываю скрещенной лицевой, сзади подхватываю переснятую, спереди аккуратно переснимаю провязанную и провязываю изнаночной петлей петлю с левой спицы. 2 изнаночных и следующее перекрещивание 2 петель. Нить перед работой, петлю переснимаю на правую спицу, следующую провязываю скрещенной, сзади подхватываю левой спицей переснятую, придерживаю, спереди аккуратно переснимаю на правую спицу провязанную и с левой спицы провязываю петлю изнаночной. 2 изнаночных, и здесь у нас последняя будет 3 изнаночная. Итак, вот у нас 18 петель раппорта. И дальше продолжаем до конца ряда. 7 ряд. Первая петля лицевая, затем 2 изнаночных, перекрещивание 2 петель с наклоном влево, первую снимаю, вторую провязываю изнаночной, спереди подхватываю левой спицей переснятую, сзади аккуратно переснимаю провязанную и провязываю скрещенной лицевой петлю с левой спицы. 2 изнаночных, скрещенная лицевая, 1 изнаночная, скрещенная лицевая, 2 изнаночных, перекрещивание 2 петель с наклоном вправо, нить перед работой, переснимаю на правую спицу петлю, следующую петлю провязываю скрещенной, сзади аккуратно подхватываю переснятую петлю с правой спицы, спереди придерживаю эти петли, переснимаю провязанную скрещенную и затем провязываю петлю с левой спицы изнаночной. Далее 2 изнаночных, лицевая петля, 1 изнаночная, раппорт узора. И так далее. Продолжаем еще 3 раза, повторяя 7 ряд раппорта узора. 8 ряд. Первые 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Первую петлю снимаю, вторую петлю провязываю, девочки, обычной лицевой, не скрещенной. Переснимаю аккуратненько их. Вот таким образом нить подтягиваю. И вторую петлю также провязываю за правую стеночку просто лицевой петлей, не скрещенной. Это у нас будет только в 8 ряду и, по-моему, в 22 ряду. Далее 2 изнаночных. Перекрещиваем 2 петли с наклоном влево. Первую снимаю, вторую провязываю изнаночной. Спереди подхватываю, сзади аккуратненько переснимаю провязанную и провязываю петлю с левой спицы скрещенной петлей. Далее 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Нить перед работой, переснимаю петлю, следующую петлю провязываю скрещенной, сзади подхватываю переснятую, спереди аккуратно переснимаю провязанную на правую спицу и провязываю петлю с левой спицы изнаночной. 2 изнаночных,
И следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Также нить перед работой, первую петлю снимаю, вторую петлю провязываю обычной лицевой, не скрещенной, сзади подхватываю снятую, спереди аккуратно переснимаю провязанную и с левой спицы также обычной лицевой провязываю петлю. 1 изнаночная. Итак, раппорт узора провязали. И далее продолжаем до конца ряда. 9 ряд. Первая петля у нас скрещенная, лицевая. Следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Первую снимаю, вторую провязываю изнаночной. Спереди подхватываю снятую, сзади переснимаю провязанную и провязываю скрещенной лицевой петлю с левой спицы. 2 изнаночных, 1, 2, перекрещивание влево, первую снимаю, вторую провязываю изнаночной, спереди подхватила левой спицей, справа правой спицы пересняла провязанную петлю и провязываю скрещенной лицевой петлю с левой спицы. 3 изнаночных, 1, 2, 3. Далее перекрещивание с наклоном вправо, нить перед работой, первую снимаю, вторую провязываю скрещенной, сзади подхватываю левой спицей переснятую, спереди переснимаю провязанную и провязываю изнаночной петлю с левой спицы. 2 изнаночных. Следующее перекрещивание с наклоном вправо, нить перед работой, петлю переснимаю, следующую провязываю скрещенной лицевой, сзади подхватила переснятую, спереди аккуратно пересняла провязанную скрещенную и провязываем изнаночную петлю с левой спицы. И скрещенная лицевая и последняя петля раппорта изнаночная. Итак, провязали. Все. И повторяем до конца ряда. 10 ряд. Первая скрещенная. Следующая петля — это петля жемчужного узора. В предыдущем ряду она у нас была изнаночная, следовательно, сейчас мы ее провязываем лицевой. Далее перекрещивание 2 петель с наклоном влево. Снимаю первую, вторую провязываю изнаночной, спереди подхватываю, сзади переснимаю на правую спицу провязанную и провязываю скрещенной лицевой петлю с левой спицы. 2 изнаночных, 1, 2, перекрещивание влево, первую снимаю, вторую провязываю изнаночной, спереди подхватываю переснятую, справа переснимаю провязанную и затем провязываю петлю с левой спицы скрещенной лицевой. 1 изнаночная и следующие 2 петли провязываем, вернее перекрещиваем с наклоном вправо, нить перед работой, первую снимаем, вторую провязываем скрещенной лицевой, сзади подхватываем левой спицей переснятую, спереди аккуратно переснимаем провязанную скрещенную и провязываем изнаночной петлей петлю с левой спицы. 2 изнаночных, 1, 2, следующее перекрещивание с наклоном вправо, нить перед работой, первую сняли, вторую провязали, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали изнаночной петлей петлю с левой спицы. Здесь у нас 1 петля жемчужного узора изнаночная, следовательно мы ее провязываем лицевой и скрещенная лицевая. То есть у нас уже появляется элемент, вывязываем вот этот центральный элемент
с жемчужным узором. И последняя петля раппорта — это изнаночная. Все. И вот у нас уже, посмотрите, что получается. Итак, вяжем до конца ряда. 11 ряд. Первая скрещенная лицевая, следующие 2 петли жемчужного узора. Над лицевой я вяжу изнаночную, над изнаночной провязываю лицевую. Далее перекрещивание 2 петель с наклоном влево, сняла, вторую провязала изнаночной, спереди подхватила, сзади пересняла и провязала скрещенной лицевой петлю. 2 изнаночных, скрещенная лицевая, вот у нас змейка, ее уже хорошо видно, скрещенная лицевая, 1 изнаночная. И в зеркальном отображении скрещенная лицевая, 2 изнаночных, 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, нить перед работой, первую сняли, вторую провязали скрещенной, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали петлю с левой спицы изнаночной. Далее 2 петли жемчужного узора, над изнаночной вяжу лицевую, над лицевой изнаночную и скрещенная петля. И последняя петля раппорта — это изнаночная. Все, провязали с вами раппорт узора. И дальше повторяем еще 3 раза. Переходим к 12 ряду. Первая скрещенная петля. Далее 3 петли жемчужного узора. Над изнаночной лицевую, над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую. Далее следующая петля скрещенная. То есть мы с вами перестали уже делать перекрещивание петель. 2 изнаночных, скрещенная петля, 1 изнаночная и дальше в зеркальном отображении скрещенная, 2 изнаночных, скрещенная лицевая и 3 петли жемчужного узора. Над изнаночной вяжу лицевую, над лицевой изнаночную, над изнаночной лицевую, скрещенная лицевая и изнаночная. Итак, провязали и далее повторяем до конца ряда. Далее с 13 по 16 ряд включительно, то есть 1, 2, 3, 4, вяжем самостоятельно, поскольку вяжется все то же самое, кроме жемчужного узора. Ну, надеюсь, в жемчужном узоре здесь уже вы разобрались. Над лицевой вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую. Здесь уже вы не запутаетесь. Итак, вяжем самостоятельно с 13 по 16 ряд и встречаемся в 17 ряду. С 17 ряда начинаем делать перекрещивание петель в элементе с жемчужным узором. И со следующего 18 ряда уже будем делать перекрещивание в элементе змейка. Итак, поехали. Провязываем первую петлю скрещенную, затем вяжем 2 петли жемчужного узора и делаем перекрещивание 2 петель. Перекрещивание делаем с наклоном вправо. Нить перед работой, первую снимаем, вторую провязываем скрещенной, затем переснимаем провязанную и провязываем изнаночной петлей петлю с левой спицы. Затем 2 изнаночные, скрещенная лицевая, 1 изнаночная и в зеркальном отображении скрещенная лицевая, 2 изнаночных, перекрещивание 2 петель с наклоном влево. Первую снимаю, вторую провязываю изнаночной, сзади подхватила, пересняла и провязываю скрещенную петлю с левой спицы. 2 петли жемчужного узора
лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая и изнаночная. Итак, это у нас с вами 17 ряд раппорта узора. Далее продолжаем, повторяем данный раппорт до конца ряда. 18 ряд, первая петля скрещенная, далее 1 петля жемчужного узора, следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, нить перед работой, первую сняли, вторую провязали, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали изнаночную. 2 изнаночных петли и перекрещиваем следующие 2 петли. Нить перед работой, сняли, провязали скрещенную петлю, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали изнаночную с левой спицы. 1 изнаночная и в зеркальном отображении. Первую сняли, здесь перекрещиваем 2 петли с наклоном влево, нить за работой, первую сняли, вторую провязываем изнаночной, спереди подхватили, сзади пересняли и провязали скрещенную лицевую. 2 изнаночных и следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Первую сняли, вторую провязали изнаночной, спереди подхватили, сзади пересняли и провязали скрещенную. 1 петля жемчужного узора, 1 петля скрещенная и 1 изнаночная. Все, в раппорт узора 18 ряд раппорта узора провязали. И далее вяжем до конца ряда. 19 ряд, первая петля скрещенная, следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, нить перед работой, первую сняли, вторую провязали, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали изнаночную. Далее 2 изнаночных петли, следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, нить перед работой, первую сняли, скрещенную провязали, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали изнаночную. 3 изнаночных, 1, 2, 3. Далее перекрещиваем 2 петли с наклоном влево, нить за работой, первую снимаем, вторую провязываем изнаночной, спереди подхватили, сзади пересняли и провязали скрещенную. 2 изнаночных и следующие 2 петли перекрещиваем. Первую сняли, вторую провязали, спереди подхватили, сзади пересняли и провязали скрещенную. 1 скрещенная и изнаночная петля. Все, провязали. Далее повторяем до конца ряда. 20 ряд, первые 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, нить перед работой, делаем перекрещивание. Так, первую сняли, вторую провязали, перекинули и провязываем изнаночной петлей. Далее 2 изнаночных, следующее перекрещивание с наклоном вправо, первую сняли, вторую провязываем скрещенной, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали петлю изнаночной. Далее 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. И следующее перекрещивание, но уже с наклоном влево. Нить за работой, первую сняли, вторую провязали, спереди подхватили, сзади пересняли и провязали скрещенную. 2 изнаночных и следующее перекрещивание с наклоном влево. Первую сняли, вторую провязываем изнаночной, спереди подхватили, сзади пересняли и провязали скрещенной петлей. 1 изнаночная.
Итак, вот наш раппорт узора. И продолжаем до конца ряда. 21 ряд. Первая петля у нас скрещенная. Подтянули на стыке двух сторон. Далее 2 изнаночных. 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, нить перед работой. Сняли, провязали, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали изнаночную. Далее 2 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночных. Далее 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Первую снимаем, вторую провязываем, подхватили спереди, сзади пересняли и провязали скрещенную. 2 изнаночных, скрещенная лицевая и изнаночная. И еще 3 раза повторяем до конца ряда. 22 ряд. Первые 2 провязываем изнаночными петлями. 1, 2. Далее перекрещивание с наклоном вправо, нить перед работой. Первую сняли, скрещенную провязали, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали изнаночную. 2 изнаночных. 1, 2. Далее следующих 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Нить перед работой. Первую снимаем, вторую провязываем обычной лицевой, не скрещенной. Сзади подхватили, спереди пересняли. И петлю, которую мы с вами подхватили, также провязываем обычной лицевой, изнаночная. Так, следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном влево, нить за работой. Первую снимаем, вторую провязываем лицевой, спереди подхватили, сзади пересняли и петлю провязываем с левой спицы лицевой петлей. 2 изнаночных, перекрещивание с наклоном влево, первую сняли, вторую изнаночная, спереди подхватили, сзади пересняли и провязали скрещенной лицевой. И далее 3 изнаночных. 1, 2, 3. Итак, вяжем до конца ряда. 23 ряд. Провязываем первую изнаночную. Далее делаем перекрещивание с наклоном вправо, нить перед работой. Первую сняли, вторую провязали скрещенную, сзади подхватили, спереди пересняли и изнаночная петля. Далее 2 изнаночные. Следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо, нить перед работой. Петлю снимаем, следующую провязываем скрещенной, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали петлю изнаночной. Скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Первую петлю снимаем, вторую провязываем изнаночной, спереди подхватываем, сзади переснимаем и провязываем скрещенной лицевой петлю с левой спицы. 2 изнаночных, перекрещиваем 2 петли с наклоном влево, нить за работой. Первую снимаем, вторую провязываем изнаночной, спереди подхватываем петлю, сзади переснимаем и провязываем скрещенной лицевой петлю с левой спицы и 2 изнаночных. Итак, это у нас с вами 23 ряд раппорта узора. И далее вяжем до конца ряда.
24 ряд. Первые 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Это последнее перекрещивание у нас в элементе змейка. Итак, нить перед работой. Первую петлю снимаем, вторую петлю провязываем скрещенной, сзади подхватили, спереди пересняли, подтянули рабочую нить и провязываем изнаночную петлю. Далее 2 изнаночных, 1, 2, и делаем перекрещивание также с наклоном вправо. Нить перед работой, первую снимаем, вторую провязываем скрещенной лицевой, сзади подхватили, спереди пересняли и провязали изнаночную петлю. Далее у нас 1 петля жемчужным узором. Она была у нас в предыдущем ряду изнаночная, сейчас мы ее провязываем лицевой. Скрещенная лицевая, изнаночная, и далее вяжем в зеркальном отображении. Скрещенная лицевая, 1 петля с жемчужным узором, перекрещивание петель с наклоном влево, первую сняли, изнаночную провязали, спереди подхватили, сзади пересняли изнаночную и провязали скрещенную лицевую. 2 изнаночных и 2 петли перекрещиваем также с наклоном влево. Первую снимаем, вторую провязываем изнаночной, спереди подхватили, сзади изнаночную пересняли и провязали скрещенную. 1 изнаночная. Итак, еще 1 ряд мы провязали, и так далее вяжем до конца ряда. 25 ряд. Первая петля скрещенная, далее 2 изнаночных, следующие 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо. Нить перед работой, первую снимаем, вторую провязываем скрещенной. Так, аккуратненько. Сзади подхватили, спереди пересняли и провязали изнаночную петлю. 2 петли жемчужного узора. Первая у нас будет лицевая петля, вторая изнаночная. Скрещенная лицевая, изнаночная, далее скрещенная лицевая, 2 петли жемчужного узора, изнаночная, лицевая, 2 петли перекрещиваем с наклоном влево. Нить за работой, первую петлю сняли, вторую провязали изнаночной, спереди пересняли, вернее подхватили, сзади пересняли и провязали скрещенную лицевую. 2 изнаночных и скрещенная лицевая. И последняя петля раппорта у нас изнаночная. Закончили вязать раппорт узора и дальше продолжаем, повторяем до конца ряда. 26 ряд. Первая скрещенная петля, 2 изнаночных, далее скрещенная петля, 3 петли жемчужного узора, лицевая, изнаночная, лицевая, скрещенная петля, изнаночная. Далее в зеркальном отображении скрещенная лицевая, 3 петли жемчужного узора, лицевая, изнаночная, лицевая и лицевая скрещенная. 2 изнаночных, скрещенная лицевая, изнаночная. И так продолжаем до конца ряда. 27 ряд. Первая скрещенная, 2 изнаночных, скрещенная лицевая, 3 петли жемчужного узора, изнаночная, лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, 3 петли жемчужного узора,
скрещенная лицевая, 2 изнаночных, скрещенная лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. Отвязали 27 ряд и 28 последний ряд раппорта узора вяжем как 26, поэтому я вам показывать его не буду. Смотрим на 26 ряд и отвязываем. Раппорт узора мы с вами отвязали и далее вяжем еще один раппорт узора в высоту. После паголенка приступаем к вывязыванию стенки пятки. Стенку пятки я вяжу на петлях первой спицы. Для этого посмотрите, что я сделаю. Я первую скрещенную петлю и последние 2 петли изнаночная и также скрещенная петля я перекину на вторую спицу. Итак, я провязываю первую скрещенную петлю и перекидываю ее на вторую спицу. Теперь вот таким образом на леску продвигаю петли и вот эти 2 последние петли, одна изнаночная, одна скрещенная, также перекидываю на вторую спицу аккуратненько леской, вот так. Итого у меня было 36 петель на первой спице. 3 петли я убрала, и у меня остается 33 петли. То есть нечетное количество петель, такое, как мне надо для узора стенки пятки. Вязать я буду укрепленным узором. Итак, начинаются петли с 2 изнаночных и заканчиваются 2 изнаночными. По второй спице на этих петлях мы будем вязать внешнюю сторону стопы уже после того, как отвяжем стенку пятки и чашку пятки. Было 36 петель плюс 3, сейчас у меня здесь 39 петель. И также смотрите, у нас начинается с одной скрещенной петли спицы и заканчивается одной скрещенной петлей. То есть все у нас с вами симметрично. Приступаем к вывязыванию стенки пятки. Первые 3 петли провязываю лицевыми петлями. Из этих 3 петель у меня 2 петли будут участвовать в формировании края стенки пятки, а 3-я лицевая петля участвует в укрепленном узоре. Итак, следующие петли вяжу так. Петлю снимаю, следующую провязываю лицевой. Петлю снимаю, причем снимаю я, смотрите, за правую стенку. За правую стеночку снимаю, следующая лицевая. Снимаю, лицевая. И так я вяжу до конца, не довязывая последние 3 петли. Осталось 3 петли. Последняя петля на правой спице. Петля, которую я снимала. Снимаю за правую стеночку. И последние 3 петли я провязываю просто лицевыми петлями. И так же, как и в начале спицы, 2 крайние петли у меня будут участвовать в формировании края стенки пятки, а 3-я петля лицевая — это у нас петля самого узора. И если вы обратите внимание, вот я не буду брать первые 2 и последние 2. Узор у нас начинается с одной лицевой и заканчивается одной лицевой. То есть именно для этого, для симметрии, мне необходимо нечетное количество петель. Это для тех, кто часто задает вопросы, почему нечетное количество петель. Развернули вязание на изнаночную сторону. Первые 2 петли, нить перед работой, я снимаю, просто снимаю на правую спицу. Остальные петли провязываем следующим образом. Смотрите, петли к нам повернуты разными стеночками. Петля, которую мы по лицевой стороне провязывали лицевой, она к нам повернута правой стенкой. Вот, посмотрите, правая. Левая стеночка сзади. Вот, правая стеночка смотрит на нас. Петля, которую мы снимали,
Она развернута к нам левой стенкой. И вы ее хорошо увидите, перед ней будет вот такая протяжечка. Итак, петля, которую мы провязывали по лицевой стороне, лицевой, и развернута к нам правой стенкой, мы ее провязываем за правую стеночку. Петля, которую мы снимали по лицевой стороне, она повернута к нам левой стенкой. Правая стеночка, она сзади, вот она. Именно для этого мы и снимали ее за правую стенку. И провязываем ее за переднюю левую стеночку. И таким образом она перекрещивается. И вот в этом заключается вот этот укрепленный узор. Появляются дорожки из скрещенных петель. Итак, за правую стеночку петлю, за левую стеночку петлю, за правую стенку, за левую стенку. Итак, вяжем все петли спицы, не довязывая последние 2 петли. Осталось 2 петли, нить перед работой, и эти петли просто снимаем. Разворачиваемся на лицевую сторону и повторяем первый и второй ряд. Первые 3 петли провязываем лицевыми петлями, а последующие все петли вяжем следующим образом. Снимаем лицевая, снимаем лицевая, снимаем лицевая. И так до конца все петли спицы, не довязывая последние 3 петли. Остается 3 петли. Вот у нас на правой спице последняя петля была снятая. И 3 лицевых. Вяжем петли все за правые стеночки, девочки. Лицевые все вяжем в лицевой стороне за правые стенки. Разворачиваем на изнаночную сторону и повторяем второй ряд. Первые 2 петли снимаем, а затем провязываем петли за передние стенки. Осталось 2 петли, нить перед работой. И эти 2 петли просто снимаем, разворачиваем на лицевую сторону. И далее вяжем на необходимую вам высоту. Для размера 36-37 стенку пятки я вяжу на высоту где-то 30 либо 32 ряда. Я отвяжу 32 ряда. Здесь уже смотрите, примеряйте, либо можете воспользоваться специальными таблицами по вязанию носков из тонкой пряжи. Я обычно вяжу 32 ряда, и мне этого достаточно. Отвязали стенку пятки, 32 ряда я отвязала. Тем, кому интересна высота, очень часто спрашивают, сколько в сантиметрах. У меня 6 сантиметров. 6 сантиметров. По табличной величине высота стенки пятки для 36-37 размера должна быть 5,5. Ну, у меня 6. Если вы отвяжете 30 рядов, я думаю, что у вас будет 5,5. Так, теперь переходим к вывязыванию чашки пятки. Для этого я общее количество петель, у меня 33 петли, делю на 5 частей. 5 частей. Беру ближайшее число, которое делится на 5, это 30. 30 на 5 у нас будет 6, и 3 петли остается в остатке. Теперь я делю стенку пятки на 3 сектора. У меня будет с правой стороны часть, с левой стороны часть и центральная часть. 3 сектора разделили. На боковые части мы относим по 2 части петель. В данном случае у нас 6 петель, да, одна часть из 5. Получается по 12, 12 и 6. Но так как у нас 3 петли еще остаются в остатке, по одной петле я еще добавляю на каждую часть. Итого получается 13, 7, 13. Итак, выделим маркером. Так, посчитаем сейчас. Выделим все маркером. 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще одна петля.
беру маркер, выделяю. Далее 7 петель. 2, 4, 6, 7. И следующий маркер. Я обычно вяжу без маркеров, но чтобы вам было понятно, выделяю все маркерами. Вяжу я чашку подкова. Забыла сразу вам об этом сказать. Если кто желает прямую пятку, пожалуйста, вяжите прямую пятку. Я вяжу пятку подкова, она мне очень нравится. Итак, провязываем все петли первой части, правой части в данном случае. Первую снимаю и еще 12 петель провязываю лицевыми. Маркер перебрасываю, и у нас на центральной части 7 петель. Я провязываю только 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Остается одна петля. Я ее пока перекину на правую спицу для того, чтобы убрать мне маркер. Он мне больше не понадобится. Возвращаю и провязываю последнюю петлю центральной части с первой петлей следующей боковой части. Провязываю 2 вместе и следом еще одну петлю. Далее разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю, остальные петли провязываю изнаночными, не довязывая до маркера одну петлю. Остается одна петля, я ее перекидываю на правую спицу, убираю маркер, петлю возвращаю и последнюю петлю центральной части провязываю с первой петлей следующей боковой части. 2 вместе изнаночной петлей, так как у нас изнаночная сторона, и следом еще одну изнаночную. Разворачиваю вязание и вяжу, повторяю первый и второй ряд. Первую петлю снимаю, далее вяжу все петли центральной части лицевыми по лицевой стороне, не довязывая одну петлю. Остается одна петля. Вот у нас образуется вот такой зазор с одной стороны и с другой. Здесь вы уже не ошибетесь. Итак, последняя петля центральной части и первая петля боковой части. Провязываю их вместе. И следом еще одну петлю. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую снимаю. Провязываю петли центральной части изнаночными петлями, не довязывая последнюю петлю. Осталась одна петля, и мы эту петлю провязываем вместе с первой петлей боковой части и следом еще одну петлю. Надеюсь, вы здесь уловили смысл пятки подкова. И вяжем до тех пор, пока мы не провяжем петли центральной части вместе с петлями боковой части. За счет этого у нас будет расширяться чашечка пятки. В конце у нас останется по одной петле, так как было нечетное количество петель, пары здесь нет. Просто провязываем по лицевой стороне лицевой петлей, по изнаночной стороне изнаночной петлей. Итак, вяжем чашечку пятки. Отвязали чашку пятки. Для тех, кому интересно, вы можете продолжить укрепленный узор также на самой чашечке пятки, потому что многие пишут мне в комментариях, что пятка быстро протрется, почему укрепленный узор вы не вяжете на чашке. Ну, хочу сказать, что у меня есть носки, которые я ношу уже 2 года, и у меня пока они целые. Ничего не протерлось. Также все зависит, конечно же, от пряжи. Если вы будете вязать просто из обычного мериноса, не состава носочной пряжи, то, конечно же, будут протираться носки намного быстрее. Итак, на спице сейчас у меня 19 петель. Я делю пополам. Это у меня будет 10 петель и 9 петель. Итак,
первые 10 петель провязываю, первую снимаю и 9 лицевых. Раз, два, все. Вешаю маркер. Маркер у меня будет обозначать начало ряда. И провязываю следующие 9 петель. И приступаем к формированию клина подъема. Для этого нам необходимо по краю стенки пятки, как с одной стороны, так и с другой стороны, поднять петли. Так как я провязывала стенку пятки высотой 32 ряда, я должна поднять 16 петель, 16 основных петель. Если кто-то вязал 30 рядов, то поднимаете 15 петель. Поднимать мы будем по краю вот из этих кромочных петель. Первая петля у меня, девочки, будет вот она. Подхватываю сразу за 2 половинки петли, не за одну, а за 2. Итак, первая петля, следующая, вот она, вторая петля. Я думаю, хорошо видно, да, вам? За 2 стеночки, вторая петля, третья петля, вот, за 2 дужки кромочной петли и так далее. Я поднимаю все 16 петель аккуратненько. Подняла 16 петель, ориентируйтесь вот на эту дорожку. Посмотрите, вот так ровненько должно все выглядеть. Будьте внимательны, чтобы не спуститься вот на этот ряд ниже. Итак, 16 петель основных я подняла, и на границе между нижней и верхней частью я подниму еще одну дополнительную петлю, чтобы не было дырочки. Для этого я беру крючок. Здесь у нас было с вами 2 изнаночных петли. И вот эти 2 петли ушли в кромочную. Я беру вот крайнюю петлю. Вот она, дужка, видите, какая большая, вытянутая прям. И по изнаночной стороне подхватываю дужку петли. И через них, через эти 2 петли протягиваю, вытягиваю петлю. И вот у меня эта петля. И она уже не такая вытянутая. Все, петлю одеваю на спицу. И вот здесь у меня уже не будет крупной дырочки. Далее перехожу на лицевую сторону. Вернее, на внешнюю сторону лицевую. Так как мы с вами отвязали 2 полных раппорта, мы начинаем вязать внешнюю сторону по схеме узора. Это у нас будет первый ряд. И обязательно, девочки, берем счетчик рядов и начинаем отсчет. Это у нас первый ряд. Первый ряд у нас с вами начинался с одной скрещенной. Вот она, одна скрещенная петля. Но мы еще добавили 2 петли, скрещенная и изнаночная. Вот эта скрещенная и изнаночная петли, они будут у нас постоянные. То есть их даже можете так визуально для себя откинуть. Просто провязали скрещенная и изнаночная. И начинаете узор именно вот с 3 петли. С 3 петли. И в конце у нас, смотрите, заканчивался узор. Схема узора, раппорта узора вот одной изнаночной. И мы еще добавили одну скрещенную. Вот заканчивайте также одной изнаночной, а скрещенную просто провязывайте. Провязали внешнюю часть и переходим к стенке пятки, к подъему петель. Так как мы с вами делали вот здесь вот с изнаночной петлей, здесь это не получится, здесь все равно будет дырочка. Поэтому, девочки, вот здесь, где у нас была изнаночная петля первая, мы просто спускаемся вот на ряд ниже. Мы не берем вот эту основную петлю. Вот она убежала у меня в кромочную. Вот она. Если мы ее за нее возьмем, у нас все равно будет дырка. Поэтому я спускаюсь вот сюда, либо можно чуть-чуть вот сюда в сторонку, левее спуститься, так, чтобы не было дырочек. И также
по изнаночной стороне подхватываю вот дужку петли, какая мне там больше приглянется, и вот таким образом вытягиваю петлю, одеваю на спицу вот так и начинаю поднимать петли. Также здесь я по краю стенки пятки должна поднять 16 петель. Вот у нас первая будет петля, аккуратненько. Вот первая, следующая, вторая петля, третья петля, четвертая. Вот так же, видите, ровно должно быть. И так далее. Подняла 16 петель. И остальные петли до маркера начала ряда я провязываю лицевыми петлями. Так, вот здесь первую петлю провязываем за правую стеночку, только она будет у нас задняя, так как была крайняя. И вяжем до маркера начала ряда. Довязали до маркера. Вот у нас маркер начала ряда. И теперь у нас с вами получается, смотрите, 16 основных и 1 дополнительная, 17 петель плюс 9 петель от чашки пятки. Это у нас 26 петель. По левой стороне у нас 26 петель, а по правой стороне на 1 петлю больше. Если вы далее вяжете, у вас четное количество должно быть петель, то вы не пугайтесь, поскольку просто когда мы будем формировать сейчас клин подъема, еще помимо левой части с правой стороны вы сделаете дополнительную убавку. Здесь ничего страшного нет. Почему говорю? Потому что многие, да, и этот вопрос задают. Почему у вас там такое количество петель, здесь на 1 больше, а выходите вы вот на такое количество. Так что здесь, девчата, ничего страшного нет. Так, следующий второй ряд по нижней части мы провязываем все петли лицевые по нижней части стопы, и по внешней части мы провязываем по схеме узора. Итак, вяжем второй ряд. С третьего ряда начинаем формировать клин подъема, делая убавки. Вот здесь, смотрите, у нас стопа разделена на 2 части, на правую и левую часть. Мы будем делать убавку по левой части в конце спицы, на границе между нижней частью и верхней частью стопы. И с правой стороны будем делать убавку в начале спицы, также на границе между верхней и нижней частью стопы. Итак, провязываем все петли спицы от начала вязания, от маркера начала ряда, не довязывая последние 3 петли. Не довязали последние 3 петли. Первые 2 петли мы провязываем вместе за правые стенки с наклоном вправо. Снизу подхватили за правые стеночки и провязали 2 вместе с наклоном вправо. Ниточку подтянули и 1 лицевая. Первая убавка у нас готова. Разворачиваемся на внешнюю часть и вяжем по схеме узора. Только не забывайте, что первая скрещенная и вторая изнаночная в начале и последняя скрещенная в конце, они у нас постоянные, и их нет в схеме узора. Схема узора у нас начинается вот с скрещенной петли и заканчивается 1 изнаночной петлей, да, после скрещенной. Вот здесь вот смотрите, не ошибитесь. Итак, вяжем внешнюю часть стопы. Переходим на нижнюю часть стопы и делаем убавку в начале спицы. Первую петлю мы провязываем лицевой, а вторую и третью вместе с наклоном влево. Я обычно вяжу протяжкой. Если кому неудобно, можно развернуть петли, так как они у нас лежат к нам правой стеночкой. Вы их за правые стеночки вот так разворачиваете, возвращаете на левую спицу, и теперь они повернуты к вам левой стенкой.
И за правые стеночки вот так вы их провязываете. Все, убавку сделали. Далее до маркера начала ряда вяжем все петли лицевые. Довязали до маркера, и следующий 4-й ряд провязываем по стопе все петли лицевые, а по внешней части провязываем по схеме узора. Обязательно по схеме узора, чтобы не нарушить нам с вами наш красивый узор. Итак, вяжем 4-й ряд. В 5-м ряду снова делаем с вами убавочку. Провязываем петли левой спицы, не довязывая последние 3 петли. Первые 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо за правые стеночки и следом 1 лицевая. Разворачиваемся на внешнюю сторону. По внешней стороне провязываем по схеме узора. Перешли на нижнюю часть и делаем убавку в начале спицы. Первая петля лицевая, 2 и 3 провязываем вместе с наклоном влево. Я провязываю протяжкой. И далее до маркера начала ряда все петли вяжем лицевые. Следующий 6-й ряд провязываем по стопе все петли лицевые, а по внешней части вяжем по схеме узора. Итак, формируется клин подъема, как вы уже поняли, путем убавок на границе между нижней частью и верхней частью с одной стороны, и также на границе между верхней и нижней частью с другой стороны. Убавки мы делаем через ряд, то есть в каждом 2-м ряду. Делаем убавки в нечетном ряду, в четных рядах все петли по стопе провязываем лицевые. Убавки делаем до тех пор, пока у нас по нижней части стопы не будет 33 петли. На левой спице у нас должно быть 16 петель, на правой спице должно быть 17 петель. Как раз у нас на правой стороне на 1 петлю больше. Почему именно 33 петли? Общее количество петель, которое у нас с вами участвовало в узоре, 72 петли. Так как на внешней части у нас с вами уже 39 петель, 72 минус 39 это будет 33 петли. То есть мы добиваемся, доходим при формировании клина подъема до первоначального количества петель, которое мы с вами использовали при вязании резинки и при вязании паголинка. Такое же количество петель у нас будет и на размер 38-39, 72 петли. Поскольку у нас с вами узор, видите, стягивает полотно, поэтому такое количество петель мы и оставляем. Закончила вывязывать клин подъема. Вот у меня получился такой клин подъема. Дошла я до 33 петель по нижней части стопы. И теперь вяжу круговыми рядами на длину стопы. Как же нам определить длину стопы? Обычно я рекомендую примерять на ногу и ориентироваться вот на начало мизинца. То есть довязали до начала мизинца, вот до перемычки мизинца ноги, и заканчиваем вывязывать длину стопы. Для тех, кто вяжет не для себя, в этом случае, конечно, возьмите в помощь таблицы. Они есть в интернете. И посмотреть по этим таблицам длину стопы до мыска. И здесь я также рекомендую вычесть из этой длины стопы 1,5-2 сантиметра, потому как практика показывает, что та величина, которая показана в таблице, она чересчур большая. Нужно немножко покороче. 1,5-2, ну, может быть, 1 сантиметр. Итак, вяжем на длину стопы и будем уже переходить к вывязыванию мыска. Отвязала длину стопы. У меня здесь где-то 18 сантиметров. Так, и по
количеству раппортов. Вошло 2 полных раппорта. И плюс еще 2 дополнительных ряда я отвязала. То есть повторила 27 и 28 ряд. В сиреневых носках у меня отвязано 60 рядов. То есть также отвязано 2 полных раппорта, еще плюс 4 ряда. Еще плюс 4 ряда. Вот. Опять же, все измеряйте, поскольку пряжа разная. Вот из Ализе у меня практически получилось такое же количество рядов на 36-37 размер. Из Миленвейта я отвязала, как я уже сказала, 60 рядов. То есть 2 полных раппорта и еще плюс дополнительно 4 ряда. Дополнительные ряды мы провязываем, повторяя 27 и 28 ряд. Так, остановилась. Дошла до маркера начала ряда, провязала левую часть подошвы лицевыми петлями. И сейчас один ряд мы провязываем полностью лицевыми петлями и перекинем по одной петле. Вот здесь у нас начинается скрещенной по верхней части и заканчивается скрещенной петлей по верхней части. Вот эти петли мы перекинем на нижнюю сторону и провязываем все полностью лицевой гладью. Итак, дошла до верхней части. Вот эта скрещенная петля, мы ее провязываем обычной лицевой и скидываем на нижнюю часть. Далее все петли вяжем лицевыми, вяжем за правые стенки. Остается одна петля у нас по верхней части скрещенная. Мы ее перекидываем на нижнюю сторону, то есть на первую спицу. Все, перекинули. Переходим на нижнюю часть. И также все петли провязываем до маркера лицевыми. Дошли до маркера. Маркер снимаем. Мы его переместим сейчас левее. И оставшиеся петли также провязываем все лицевыми. Довязали петли. И маркер мы с вами переносим вот сюда, на эту сторону. Это у нас будет с вами начало ряда. Так, теперь по петлям. По верхней части у нас было 39 петель. 2 петли мы перекинули на нижнюю сторону. Сейчас у нас по верхней части 37 петель. По нижней части у нас было 33 петли. Добавили 2 петли. И получилось у нас 35 петель. 37 и 35. Разница в 2 петли. Чтобы у нас было одинаковое количество петель по обеим частям, мы сейчас с вами сделаем одну убавку по верхней части стопы. Итак, убавку делаем в начале спицы и в конце спицы. Первую петлю провязываем лицевой. Вторую и третью петли провязываем вместе с наклоном влево. Я вяжу протяжкой. Если кому неудобно протяжкой, петли разворачиваем вот таким образом, возвращаем на левую спицу и за правую дальнюю стеночку провязываем вот так вместе. Все, сделали одну убавку. Далее провязываем все петли лицевые по верхней части, не довязывая последние 3 петли. Осталось 3 петли. Первые 2 петли за правые стеночки провязываем вместе с наклоном вправо и лицевая петля. Разворачиваем вязание и по нижней стороне провязываем все петли, все 35 петель лицевыми петлями. То есть по нижней части мы убавки с вами не делаем. Следующий ряд после убавки провязываем по кругу все петли лицевыми по верхней части и по нижней части.
Теперь количество петель на верхней части и на нижней части у нас одинаковое, по 35 петель. И далее продолжаем формировать мысок, делая убавки как по верхней части, так и по нижней части, в начале спицы и в конце спицы. Итак, поехали. Первая петля лицевая, вторая и третья петли провязываем вместе с наклоном влево. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая последние 3 петли. Первые 2 петли провязываем вместе за правые стенки с наклоном вправо. Лицевая петля. Разворачиваем вязание. И по нижней части стопы то же самое. В начале спицы и в конце спицы. Первая петля лицевая, вторая и третья петли провязываем вместе с наклоном влево. Далее вяжем все петли лицевыми по подошве, не довязывая последние 3 петли. Первые 2 петли за правые стеночки провязываем вместе с наклоном вправо и лицевая петля. Разворачиваемся на верхнюю часть стопы и следующий ряд провязываем все петли лицевыми, как по верхней части, так и по нижней. То есть убавки мы делаем через ряд, так же как и в клине подъема. Здесь я делаю по количеству убавок 7 раз через ряд и 6 раз в каждом ряду. В носках на 38-39 размер у нас по верхней части 41 петля, а по нижней части 31 петля. И вот здесь мы перекидываем не по одной скрещенной, как в 37 размере, а скрещенную и изнаночную. С одной стороны 2 петли скинули на нижнюю часть, и также с другой стороны скрещенную и изнаночную. То есть у нас получается по верхней части такое же количество петель: 37 по верхней части и 35 по нижней части. Делаем также одну убавку только по верхней части, а затем такие же убавки, как и в размере 36-37, по верхней и по нижней части. И оставшиеся петли сшиваем методом петля в петлю. Сформировала мысок. На спицах у меня по 9 петель. И если вам вот этот мысочек сильно широкий, можно сделать еще одну убавку. И тогда останется по 7 петель. Оставляем хвостик сантиметров 15-20. Обрезаем нить. Берем иглу с широким ушком. Продеваем нить в иглу и приступаем к сшиванию петель мыска. Все петли повернуты к нам правой стенкой. Это обязательное условие. Итак, вводим иглу в первую петлю на первой спице от себя, снимаем, и в следующую петлю, которая на спице, на себя подтягиваем. Переходим ко второй спице. Здесь наоборот. В первую петлю на себя снимаем, и во вторую петлю, которая на спице, от себя подтягиваем нить. Переходим к первой спице. От себя в петлю снимаем, на себя в петлю, которая на спице. Подтянули. На второй спице на себя, от себя. И так далее. Попарно сшиваем петли нашего мыска. Связали один носочек, аналогично вяжем второй, проводим влажную тепловую обработку, то есть стирку. Вот один носок я уже, девочки, постирала, высушила на блокаторах.
Полотно у меня все распрямилось, приняло форму самого блокатора. Вот такой, скажем так, благородный товарный вид. И вот такой красивый узорчик у нас с вами. На этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, данный узор вам понравится, и вы свяжете себе прекрасные носочки. Всем творческих успехов, дружных спиц. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока, до новых встреч!